Рюмочка. Все спрашивают, где коты. Где-то рядом. Добрый день, друзья! Почему прогуливают наши коты съемку? Да потому что солнышко появилось. И под лампами лежать Семе совершенно не хочется. Он лежит на полу, там, где есть теплое, яркое солнце. На улице, конечно, у нас сейчас не 20 градусов тепла, а термометр на северной стороне показывает всего 3 градуса, а на южной 25. Но это солнышко. Конечно, на улице еще нет такой температуры, но котам очень нравится там лежать, поэтому они прогуливают все уроки. Сегодня видео, наверное, это крик моей души будет, потому что за последние дней 10 я отвечала на одни и те же вопросы. Сейчас озвучу какие. Но давайте сначала немножко технической информации. В первом комментарии, закрепленном комментарии, я оставляю ссылку на свою группу ВКонтакте и на Дзен, на Яндекс.Дзен. И в группе ВКонтакте, когда люди подписываются, начинают прямо в группе задавать вопросы. И если вы видите, что я там не отвечаю, то это совершенно не так. Я перехожу в личные сообщения, прошу добавить, или вы сами добавляетесь ко мне в друзья. Мне так проще. Там есть сообщение голосовое, поэтому мне проще общаться голосовыми сообщениями. Или я буду набирать сообщения, невероятное количество времени. И там еще можно показать фотографии ваших орхидей. И вот за последние вот эти 10 дней сообщения практически одни и те же. Подарили орхидею на 8 марта. Она простояла какое-то время, приблизительно делала то, что вы рассказываете. Корни у орхидеи все гнилые, начинают нижние листики терять тургор. Разбираем. Я никогда не советую разбирать, если вы понимаете, если вы помните и смотрите мои видео. Но разбирают, обрезают все корни. И следующий вопрос. А что делать, когда у орхидеи нет корней? Есть ли у вас такое видео? Нет у меня такого видео. И наверняка не будет. Потому что я не обрезаю все корни у орхидей. Даже в то время, когда я еще ставила орхидеи на доращивание или на наращивание корней. Вот стоит последняя орхидея, которую я по каким-то своим причинам, даже у нее были корни в горшке, но мне не понравилось то, что она не открывает бутоны после покупки. И я ее разобрала. Ссылочки на видео о тех орхидеях, о которых я сейчас буду говорить, все будут находиться в правом верхнем углу экрана. Вы можете посмотреть, с чего я начинала и к чему я сейчас пришла с этой и с другими орхидеями. Вот это последняя орхидея, которую я разобрала, поставила на наращивание или доращивание корней. Показывала вам ее несколько раз. Она сначала выпустила цветонос, потом цветонос не стала растить, потом в какой-то момент опять начала доращивать этот цветонос. Вот этот цветонос. Она отцвела, дорастила бутончик, и сейчас на этом цветоносе остался всего один цветок. Но она тут же выпустила следующий цветонос. Вот он. Тоже всего 5 цветочков, но они растут и радуют меня. Вот эти нижние листья, они потихоньку теряют тургор. У орхидеи много нарастила корней, сейчас они закукленные, потому что она выпускает второй цветонос и цветет, ей сейчас не до корней. Может быть, она питается за счет вот этих 2 нижних старых, очень старых листиков. Но я думаю, что когда она отцветет, она очень быстро нарастит свои корни. Листик она, кстати, тоже растит. Вот это последняя орхидея, которую я разбирала. Это было больше года назад. После этого я ни одной орхидеи ни при каких условиях не разбираю.
И не ставлю ни на наращивание, ни до доращивания, ни на какие вот эти уловки теперь с орхидеями я не иду. И вам все время рассказываю. Покупала специально 5 орхидей, целый плейлист об этих 5 орхидеях. Опять же, ссылочка будет. Показываю, что даже там, где вообще гнилые корни, ни одного корня не было. Вот сплошные гнилые корни. Я вам его буду на следующей неделе еще раз показывать, эту орхидею. Последняя, которая у нас осталась не пересаженная, поэтому сегодня не показываю. Но следите за каналом, скоро очень сделаю ее пересадку. Там прямо видно в горшке, что все гнилые корни. И она прекрасно нарастила корни. Ну, не прямо вот не щеткой лезут, но они есть, они растут. Это заложено в природе орхидеи. Ведь она прикрепляется один раз в жизни к какому-то, пусть то будет дерево. В природе она прикрепляется, всю жизнь растет, она убирает корни, растет новые корни, но она никуда не переходит с этого места. Вот этим самым местом на данный момент, когда мы покупаем орхидеи, является ее горшок, в котором она растет. И вот эта орхидея, буду вам показывать вот эту орхидею, я ее покупала в декабре. Тоже ссылку оставляю. И я ее купила, потому что пожалела. Это желтый биглип, который сразу было видно, что он начнет погибать. Потому что ни одного корня, впрочем, как и до сих пор, в горшке нет, не видно и не было. Вот поворачиваю вам полностью горшок. Ну, явно какие-то корни были. Но их не видно, и вполне возможно, что они там гнилые. У орхидеи было 4 листа. Сейчас осталось 3. Один лист она отсушила. Видимо, ей нужно было для того, чтобы перераспределить свои ресурсы из этого листа и начать растить корни. Единственный корень, который был, вот этот воздушный корень, который так здесь и остался. И поначалу, когда я думала, что делать с этой орхидеей, но мыслей о том, чтобы разобрать орхидею, посмотреть, что с ней там с корнями, у меня не было. Вот этот единственный корень, вот он длинный-длинный, вот такой здесь, я пробрызгивала водой. Именно вот этот единственный был сухой корень, который находился вне горшка. Я его сейчас положила ближе к грунту и опрыскиваю только этот корень. Вот здесь появился на нем молоденький, начал прорастать корешок. И если вот здесь заметите, тоже начал расти от этого корня корешок. Вот так он у меня лежит. И как все свои орхидеи поливала по краю горшка, никаких стимуляторов не применяла, только чистая вода, и ждала, что произойдет. Грунт высыхает, поливаю по краю горшка. Опять просох грунт, опять поливаю по краю горшка, и только немного, почти каждый день пробрызгиваю вот этот корень, понимая, что то, что я сверху брызгаю, обязательно попадает в горшок. И буквально через 10 дней у нее начали расти корешки. Орхидея не испытывает в этот момент никакого стресса. То есть вы ее не разобрали, не отрезали ей какие-то сухие корни. Чаще всего сгнивает виламен. А тяж, виламен это вот это, виламена паренхима, это вот эта верхняя часть корня. А внутри находится тяж. Это и есть основной корень. И даже если виламен сгнил, а мы видим с вами только гнилой виламен в горшке, а здесь мы даже ничего не видим, то остается ее родной вот этот стержень, основной корень, которым она все равно может тянуть влагу для своей жизни. И появились корни. Да, засушила листик. У этого листа тоже не было тургора. Если вы считаете, что вы разберете
орхидею поставите в воду, и у нее сейчас сразу появится тургор, вы глубоко ошибаетесь. И с этой стороны у нее тоже полезли молодые корешки. Что касается профилактики и грунта, очень часто, когда мы покупаем такую орхидею, ее в магазине заливают. Ну, я купила не залитую, потому что при мне прямо вывезли эти орхидеи, но она была уже залита и ехала в холодной машине, и все вот это, наверное, сгнило. Да еще не факт, что она была в очень идеальном состоянии. Ведь бывают орхидеи разного сорта. Первый, второй, третий. Третий сорт еще не брак, но может это была орхидея как раз и отправлена была уже с гнилыми корнями. А еще и в холодной машине долго ехала. Декабрь. Это прохладно для орхидеи. И вот после таких переездов мы часто чувствуем из горшка какой-то гнилостный запах. Даже, по-моему, я в прошлый раз говорила, что что-то там пахнет не очень приятно. Но я ничего не стала делать с этим запахом. Я просушила горшок. Полностью просушила грунт. И запах исчез. Но если у вас очень резкий запах из этого горшка, вот только в этом случае можно один раз пролить каким-то фунгицидом. Но у меня такой более сильный фунгицид – это привикур. А когда вы купили орхидею с хорошими корнями, нет никакого запаха из горшка, зачем применять фунгициды? Просто так, для чего-то, потому что нам так показалось. Но вы же не начинаете принимать антибиотик, если думаете, что у вас через 3 дня начнется какое-то заболевание, например, ангина. Вы же этого не делаете. Так же и с орхидеями. Если этого нет, то зачем что-то делать? Если есть запах, пролейте. Или высушите горшок сначала. Вы все равно не сможете мокрый горшок пролить. Вы должны его сначала просушить, потом сделать полив. Полейте привикуром. Я никогда не делаю ничего на всякий случай. Как бы чего не вышло. Я делаю только тогда, когда к этому есть какие-то показания. Потому что применять гербициды, пестициды, фунгициды, это все равно все химические препараты и зачастую очень сильные. Поэтому на всякий случай я ими не пользуюсь. Ну так вот, что же теперь происходит с этой орхидеей? Растет, пока нет листиков. Но смотрите, появилось 4 корня. Без каких-то ни было танцев с бубнами, разбиранием и наращивания корней. В горшке растут корни сами. Не трогайте орхидею. Моя задача вам объяснить, что не нужно тревожить орхидею. Я вам очень часто рассказываю, что я поставила орхидею в одно и то же место. У меня или вот такое освещение, что чаще всего, потому что на подоконниках у меня почти нет орхидей, и такие орхидеи, у которых нет корней, я, конечно, не ставлю ни на холодные, ни на теплые подоконники. Поливаю по краю горшка и смотрю, наблюдаю. И чаще всего 99% это работает. А вот когда вы разобрали орхидею, отрезали все и даже тяжи, вот тогда начинается очень сложный процесс реанимации. И не всегда он может увенчаться успехом. Давайте еще посмотрим одну орхидею. Я о ней тоже вам рассказывала. Эту орхидею принесла мне моя подписчица из Ростова. Давайте ссылочку тоже оставлю, потому что я там показываю, в каком состоянии мне принесена была эта орхидея. Совершенно без тургора и практически без корней. Но обработана была на тот момент Максимом. Ну, на какой-то момент я не смогла выяснить, там месяц назад ее обработали или там 2 месяца назад, но я ничем не стала ее обрабатывать. Даже эти тяжи, они вот остались в горшке, с какими она была мне принесена.
И такая эта крошечная орхидея, я не знаю, лет 5, наверное, буду ее растить, дожить бы до того времени, когда она зацветет. Это была очень крошечная орхидея. И без тургора. Что я на тот момент сделала, я вам показывала. Мне на тот момент Надежда прислала живой мох. Ссылочку на группу и на страничку ВКонтакте Надежды я оставлю в описании под видео. И у меня была коробка с живым мхом. Я его посадила сразу в коробку. Я эту орхидею поставила маленький кусочек, ну там, не знаю, сантиметра 2, вот такой у меня был пенопластик. Я поставила основание на пенопласт и положила в эту коробку. Кстати, когда я вам ее первый раз показывала, мы с вами оставшийся мох посадили в тех коробках. Я живой мох отрезала, а это у меня остались остатки мха. И я просто положила в коробку для того, чтобы именно получить живой мох. Я не положила эту орхидейку в сухой мох. Я именно вот в такой живой мох положила. А здесь были остатки, которые, я, по-моему, тоже в декабре это показывала, которые, смотрите, как к весне начали чудно прорастать. Но с мхом я заметила, он не любит яркого света. Не яркого, не рассеянного. Я поставила сейчас на данный момент его под стол, где не солнечного освещения. Вот просто какое в комнате есть освещение, такое есть. И посмотрите, он весь потянулся в одну сторону, там, где больше света. Но начал расти. И это радует. Так что у меня будет живой мох. Не знаю, как он перенесет наше лето, потому что лето у нас жаркое, и, может, ему будет некомфортно, но буду пробовать вот так выращивать. И вот именно эту орхидею я поместила вот в такой живой мох. Буквально через 2-3 дня орхидея начала восстанавливать тургор листиков. Но вот эти листья, которые были самые у нее длинные, они настолько были уже тонкие и истощенные, что она их в конечном итоге засушила и начала растить новые маленькие листики. Но проходит какой-то период времени, прошло, наверное, месяца 1,5, и я понимаю, что орхидея остановилась в росте, в мхе, ей там тоже некомфортно. И почему некомфортно? У меня же есть крышка на коробке, а ей свет нужен. Вот она все, что могла, из мха взяла, и настал момент, когда нужно было ее пересадить. У нее на тот момент вырос всего один маленький сантиметровый корешок. И для того, чтобы адаптировать орхидею из очень влажной среды, из очень влажного содержания, я ее пересадила не в керамзит, я ее посадила в циофлору. Циофлора, ну, во-первых, она с микроэлементами, во-вторых, она очень влагоемкий грунт. Вот все корни, ни одного, ни тяжа, ни каких-то сухих корней, которые у нее там были, да, были и гнилые. Я просто сняла гнилой веломен и все тяжи оставила. Я ее посадила в эту циофлору, поставила под искусственное освещение. Вот он листик, который растет новый, и в циофлоре она начала растить корни. Появилось 4 маленьких корешка. Я точно так же, как поступала и с этой орхидеей, я поступаю и с этой. Вот видите, когда циофлора сухая, она вот такая желтая. А когда она влажная, она более темная. Я раз в 2 дня опрыскиваю только вот рядом с ней эту циофлору. Вода поступает вниз, обязательно проходит, которую не впитала верхняя циофлора, и дает возможность тем корешкам тоже питаться этой водой и брать какие-то микроэлементы из этой циофлоры. То есть, если орхидея потеряла по какой-то причине корни, нужно искать возможности, как ее восстановить. Если это покупная орхидея, понятно, не разбираем.
Если ваша орхидея, которая у вас растет и живет 3 и более лет, и вдруг она потеряла все корни, я не знаю, у меня такого не бывает. Мои все орхидеи, которые живут не 1 год, они выпускают вот такие прекрасные корни воздушные. И у меня нет проблем с этими корнями. А если у вас что-то случилось с вашей домашней орхидеей, то сначала надо задуматься о причинах, почему так происходит. Если, например, 3 года росла орхидея и вдруг все корни пропали, в чем вина? Орхидея или ваша? Вы ее сильно поливали, а воздушные корни она не давала, и вам не с чем пересадить эту орхидею. Но я думаю, что все-таки, когда задается такой вопрос, как без корней реанимировать орхидею, это все-таки новая орхидея. И вы торопитесь с пересадками орхидеи. Видя гнилые корни в горшке, думаете, что вы ей сейчас поможете, а вы устроите очередной стресс и еще больше навредите. Поэтому перед тем, как разобрать орхидею из горшка, новокупленную, 100 раз подумайте, что вы с ней хотите сделать. Есть ли у вас препараты, с которыми вы можете начать наращивать корни, или же развести руками и думать, что же мне с ней делать. Я за свои 18 лет выращивания орхидей дома тоже проходила этот этап. И тоже точно так же, как и вы сейчас, не знала, что делать, и теряла орхидеи. И вот, исходя из своего опыта, я сейчас всем рекомендую не пересаживать орхидеи, не разбирать орхидеи, дождаться, пока они начнут растить корни, и тогда пересаживать. В какой момент? И такой вопрос есть. А в какой же момент пересадить орхидею? Когда у орхидеи вот эти растущие корни будут 7-10 сантиметров. И чем больше будет корней, тем лучше. Я всегда советую, чтобы было не менее 5 таких корней. Но когда буду пересаживать и показывать вам вот эту орхидею, которая совсем с гнилыми корнями, я объясню, что можно сделать с этими гнилыми корнями, как еще дать возможность орхидеи тоже жить с этими оставшимися гнилыми корнями. Когда я буду пересаживать орхидею с гнилыми корнями, я обязательно вам покажу, стоит ли оставлять тяжи, не стоит оставлять тяжи. Следите за каналом, и эта информация обязательно будет. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.